Доброе утро. Я проснулась. Лицо немного опухшее. Начали появляться синячки небольшие. Синячки. Вот. Но это не так сильно, как я себе представляла. Но я, конечно, полночи прикладывала лед и спала правильно. В полусидячем положении всю ночь. Это помогает, нужно на 2 подушечках. В общем, это помогает, чтобы не отекало сильно лицо. Чтобы голова была повыше нужно было. Теперь я иду завтракать. Вот так вот я кушаю. Вот открыть сильно невозможно. Да и языком особо там не поводишь. Поэтому у меня йогурт. А все, просто глотаешь. Желательно, чтобы даже не попадала на швы. Как утка. Привет всем из солнечного Стамбула. Я вам здесь рассказываю про свое лечение. Простите мне мою ужасную дикцию. У меня прооперирована большая часть ротовой полости на данный момент. Так что вам придется либо ускорить это видео, либо набраться терпения и слушать. С чего начался мой путь в Стамбул? Все началось с того, что я познакомилась на СФИ с 2 девочками, украинками, и отметила очень красивые их зубы. У меня эта проблема очень сильно наболевшая. С 9 лет я мучаюсь постоянно с стремительным разрушением зубов. В 11 лет у меня уже почти не осталось ни одного зуба, в котором не было бы пломбы. В общем-то, стоматолог мой лучший друг, в кавычках. Очень много было потрачено денег на это все. В основном все, что предлагалось мне, было неэффективным. Единственное, от чего я отказывалась в силу своей глупости, от коронок. Когда мне предложили поставить коронки на зубы, которые разрушаются, я отказалась. Возможно, если бы я поставила их, то я бы сохранила некоторые свои зубы. Одно время просто я полечила эти зубы у не очень хорошего стоматолога. И я так предполагаю, что он просто не долечивал зубы, специально оставляя какую-то либо инфекцию, либо кариес, что в итоге привело к тому, что зубы у меня продолжали разрушаться, но я думала, что все хорошо. Где-то спустя полгода я начала замечать эти признаки, они стали появляться внешне. Тогда я начала уже перелечивать опять снова все зубы свои, которые... Они у меня все страдали. Я их начала перелечивать в более дорогой клинике. Платила там за $500-800 платила за пломбу, просто обычная пломба. И они действительно делали очень хорошо свою работу, но у меня очень плохие зубы. Поэтому мне это помогало только частично. В основном происходило следующее. Пломба, она оставалась, а зуб разрушался дальше. И обычным вот таким лечением, пломбированием зубов невозможно было решить мою проблему. Потом мы начали заниматься бизнесом, вкладывали туда все деньги, я на себя забила, думаю, я подожду немного, пройдет время, и я обязательно займусь собой. Время шло, а время летит очень быстро. И, к сожалению, я потеряла очень много зубов, особенно жевательных, потому что они разрушались очень быстро, откалывалось просто по ползуба, особенно после родового в период кормления, они становились мягкими, они без того у меня очень плохие. А в период родового кормления это была особенно уязвимая часть тела. И я их потеряла. Потеряла я их, и вот мечтала, что я однажды займусь комплексным этим лечением. Не знала каким, не знала, какое лечение мне подойдет. Я думала, что у меня уже самая плачевная ситуация, которую только вообще можно представить себе.
Вот. Но когда я увидела этих девчонок, их улыбка потрясающая просто, я почему-то сразу подумала, что они лечили в Турции. Я к ним подхожу, говорю: девочки, скажите, признавайтесь, где лечили зубы? В Турции? Они говорят: да, в Турции. Я говорю: я от вас не отстану, посоветуйте мне клинику. Расскажите, довольны, недовольны, как вообще? Девчонки рассказали, что они сделали здесь, ну, вместе, вдвоем, в этой же клинике обе. Они очень довольны результатом. Очень многим людям в дальнейшем они порекомендовали эту клинику, и очень многие люди сюда приехали, воспользовались услугами данной клиники. Кстати, хочу сказать, что клиника, отметить этот факт, что клиника бесплатно предоставляет трансфер и гостиницу, причем в непосредственной близости к клинике, чтобы человек, особенно те, кто не знают Стамбул, нигде не потерялся, не заблудился. Вот, переходя через дорогу, впереди здесь метров 50, и пройти 50 метров еще по другой улице через дорогу, оказываешься прямо в клинике. Здесь все рядом. Очень, очень удобное расположение, торговый центр рядом, можно сходить пошопиться, если хотите. На верхнем этаже в торговом центре это полностью еда, разные заведения, там можно вкусно покушать, что я вчера, в принципе, там и сделала. Вот. По этой стороне находится местная университетская поликлиника, в которой мне вчера ставили 2 укола от отечности, антибиотик и обезболивающий. Вчера мне там поставили. И рядом аптека. То есть все необходимое, оно вот здесь. В этой гостинице есть все. Это 5-звездочная гостиница. Здесь есть и бассейн, и тренажерный зал. Я, конечно, никуда не ходила, потому что у меня просто на это все нет времени. Я запланировала себе сходить на рассвете, поснимать красиво набережную и, в общем-то, красивые мечети, красивые места, но план лечения мой изменился. Почему? Почему изменился план лечения? Я сама виновата в том, что в клинику предварительно, будучи еще в Швеции, отправила не снимок зубов панорамный, как должно было бы мне сделать. Я сделала только фотографии. Просто собственноручно я их сняла на свой телефон и отправила. Конечно же, конечно, мы все понимаем, а особенно я понимаю, что в моей ситуации, что у меня давно была уже потеря жевательных зубов, но, слава богу, не так давно, что есть возможность их восстановить, потому что многим людям, к сожалению, эта клиника отказывает. Я знаю такие случаи, со мной поделился консультант и рассказала, что бывают случаи, когда у людей уже атрофирована очень сильно кость, верхняя или нижняя, в основном нижняя, конечно, и не получается, нет никаких решений, клиника за это не берется. Поэтому я считаю, что мне очень сильно повезло, буквально бы, может быть, еще бы годик какой-то, и невозможно было бы что-то предпринять и что-то сделать с моей, ну, наверное, нижней челюстью, я так думаю, потому что с верхней все-таки дела обстоят получше. И когда мне здесь уже на месте сделали снимок, да, ну и, конечно, дома мне предварительно по фотографии, конечно, предварительную оценку сделали по стоимости совершенно другую. Опять-таки, я уже сказала причину, по которой это было. Я неправильно предоставила в клинику информацию. Соответственно, клиника неправильно рассчитала лечение. Когда я приехала сюда, на месте стали меня обследовать. Сделали сначала один снимок, доктор посмотрел. Дальше я здесь закреплю видео, что он сказал, какие решения он предложил. Было как бы всего несколько вариантов, но мне очень понравилось, что доктор подошел с точки зрения здоровья, с точки зрения долговечности и качества. И уже завершающий этап – это красота. То есть они увидели сначала, что у меня очень сильно истончена кость, очень много проблем было с зараженными нервами. У меня был здесь флюс в этой части. У меня также инфекция на верхних передних зубах. Это сегодня будут процедуры по устранению этой инфекции передних зубов. Вот. Так что же мне порекомендовал доктор? Он сказал, говорит, если бы вам было лет 45-50, можно было на вашу кость, как она есть сейчас, поставить имплант. И вы бы с ним дожили. Но так как вы молодая, говорит, понимаете, если мы сейчас поставим имплант на вашу истонченную кость, что может произойти? Значит, клиника дает гарантии 10 лет на свою работу, на свои импланты, на коронки, на работу в целом, если ты, конечно же, придерживаешься их рекомендаций. Всех. Вот.
Но бывают, конечно, другие случаи. Бывает, что просто организм отторгает, и это уже просто другая тема. Мы говорим сейчас конкретно за работу клиники, да, и вот. Так вот, доктор говорит, если представим такую ситуацию, что вот мы вам поставили на эту истонченную кость имплант сейчас, чтобы не делать дополнительных хирургических вмешательств, которые мне провели вчера, а именно пересадка собственной костной ткани. Хотя бы, не знаю, дай бог, я очень надеюсь, лет на 10 просто забыть за свои зубы. Ну, конечно же, мне придется посещать стоматолога, периодически проверять, делать, значит, панорамные снимки и отправлять в эту клинику, либо же раз в год посещать конкретно эту клинику, чтобы они проводили обследование и контролировали ситуацию полностью всю. Вот. Значит, вот эти костные блоки мне перенесли сюда, использовался мой материал, и доктор говорит, так как может случиться такое, что мы тебе сейчас на твою утонченную кость поставим имплант, и через 10-15 лет, возможно, что-то случится, не факт, конечно, но возможно, понадобится тебе убрать этот имплант и поставить другой, а ты уже не сможешь. Кость, она ссыхается, когда нет зубов, зубы натягивают на кость витамины из организма. Как только нет зубов, происходит как бы мумифицирование костных тканей в челюсти. И кость ссыхается. По этой причине многим людям и отказывают, и невозможно уже ничем помочь. Только съемные протезы, чего я очень сильно боюсь. Конечно, было страшно. Откровенно говоря, очень было страшно. Но я так сильно хочу себе наконец-то сделать все. Во-первых, понимаете, это заражение в полости рта, это постоянно неприятный запах, кроме красоты. Это просто отсутствие жевательной функции. Девочки, мальчики, это ужасно, это ужасно. Я с этим прожила много лет, и не потому, что мне это нравилось, ну просто вот так получилось. Разные причины были. Я же говорю, сначала бизнес развивали в Украине, думали, что чуть-чуть сейчас мы как бы его протолкнем, он поднимется, а потом мы на себя будем тратить. А как получилось? Началась война, мы все бросили, конечно, когда каких там зубов. Прибежали в Швецию с детьми, а дальше что? Поначалу лечили за 50 крон для всех беженцев зубы, а потом очень быстро поняли, что у украинцев очень много порченных зубов, и это очень невыгодно, это очень большие финансовые потери для Швеции. Ой, мне немного сложно говорить, потому что у меня как бы припухлость такая идет на горло и на нос. У меня немного заложен нос, получается. Вот, ну, да, надеюсь, вы поймете меня. У меня здесь все зашито. И сверху здесь у меня удалили 2 зуба, это киста, и один очень сильно разрушенный зуб с инфекцией, невозможно было восстанавливать. Ну, такая же ситуация, как вот с нижним была, то есть неэффективно восстанавливать. Поэтому сверху тоже 2 удаления, тоже зашито. Вот. А потом, когда уже сделали персональный номер, все равно, знаете, больше... Я смотрю, все-таки все равно, да, сделали возможность украинцам получить компенсацию от государства, это правда. Украинцы могут обратиться сначала к стоматологу, чтобы он им выписал, значит, сделал план работ и оценку стоимости общую. И с этой оценкой стоимости вы можете пойти в Фершеклинскассе и подать им эту бумагу, где написана стоимость. И Фершеклинскасса действительно помогает украинцам, оплачивает просто огромную часть от суммы, и вы оплатите только какую-то часть в зависимости от вашего дохода. Это правда. Мне об этом говорило много людей, и я лично знаю человека, который обратился и так сделал. Но что меня останавливало, почему я не сделала это? Потому что спустя столько лет мучений со своими зубами я очень хотела, понимаете, просто красиво выглядеть даже и улыбаться, чтобы была красивая улыбка. Я уже себя, спустя столько лет, я приняла себя со своей проблемой. Зубы – это очень недешевое удовольствие полечить. Это не какая-то вещь, которую ты можешь пойти купить и заменил. Это очень небыстрый процесс, очень недешевый. Его нельзя просто достать из гардероба, как какой-то другой предмет или аксессуар, и просто заменить, потому что здесь проблема, она намного глубже. И причем проблема идет, она наследственная у меня, это... У мамы в 30 лет тоже уже были вырваны все зубы. Я, честно говоря, мне ее очень жаль. Потому что это всю жизнь мучиться, понимаете? Кто знает, тот знает. А кто не знает, просто не думайте, что людям нравится ходить с испорченными зубами, или люди не прикладывают усилий. На самом деле многие люди стараются что-то сделать, но есть такие ситуации, которые местным каким-то лечением, это просто проблема, она не исчезает. Ее можно подлечить на 4-6 месяцев, вот как было это у меня. А потом продолжается разрушение, либо некачественно сделанные пломбы прочищены, допустим, кариес, и процесс этот продолжается дальше. Еще не забываем, что не все врачи
очень хорошие, и многие, наоборот, оставляют специально кариес, чтобы не терять, так сказать, своих пациентов постоянных, да. Так вот, да, если понадобится мне сделать через 10, 15, 20 лет замену импланта, это не обязательно, но такое может случиться. И у меня кости мои, дай бог, все срастется, живется, все хорошо. Я очень надеюсь. Будут готовенькие, понимаете? То есть вот сейчас все для этого доктора сделали. Очень хороший хирург. Операция планировалась по времени 2,5 часа по длительности. Благодаря компетентности хирурга, очень быстрой работе его ассистентов, была завершена за 1 час 56 минут. Вместе со всеми 3 удалениями, прочисткой, зашили. Все от момента начала и до завершения всего полностью. За час 56. Хотя планировали изначально, закладывали время 2,5 часа. Сколько времени мне понадобилось? Вылетела я из Швеции 20 мая. 20 мая в 8 часов вечера я заселилась в этот отель. Кстати, пробки в это время просто ужасные. Мы 2 часа из аэропорта Сабиха добирались в эту гостиницу. И на следующий день у меня был, как я вам сказала, что я в клинику отправила просто фото. Планировалось, если как по фото, они не видели эти все проблемы, которые проявились по снимку, по факту. И как по фото предполагалось, что в первый день, ну, то есть 21 числа, мне просто проведут осмотр, анализ и запланируют лечение. А на второй день, 22 числа мая, мне сделают имплантацию сюда и верхнюю, и нижнюю челюсть шурупов, удалят плохие зубы. Вот, у меня здесь есть зуб, открытый нерв, прочистят канал, запломбируют. Операция планировалась длительностью 1 час, и на этом было бы все завершено. Это по моим фотографиям. Но на деле оказалось совершенно другое. Потребовалось больше хирургического вмешательства, более серьезное. Все-таки перенос костных блоков – это очень серьезная операция. Чистка полностью всех инфекционных очагов. Это также серьезные операции, которые, как вы видите, они, во-первых, не в каждой стоматологии можно получить эти услуги. И это очень серьезно, чтобы вы понимали, насколько у меня более глобальная проблема с полостью рта. Это невозможно за 1 день, за неделю или за месяц починить просто в обычной стоматологии. А в Швеции, когда делают протезирование, вот что я хотела сказать, я забыла. В Швеции, когда делают протезирование, они в основном отталкиваются только от функционала. Функционал и общее здоровье. То есть никто бы мне, вероятнее всего, не поднимал бы эту кость. Они бы просто предложили протезирование, как предложили одной женщине. Это просто кусочки вставной челюсти, которые крепятся крючками к другим зубам. И на этом было бы, ну, так сказать, все решено. Здоровье вряд ли бы мне поправляли в плане, да, вот долговечного здоровья, я имею в виду. И, конечно же, бы мне прочистили бы все очаги инфекций. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Но перенос костных блоков, я думаю, мне было бы отказано. Я, когда прилечу в Швецию, немного восстановлюсь, я проконсультируюсь, я найду доктора, я проконсультируюсь, я узнаю, я покажу снимок мой и спрошу, что бы мне делали в моей ситуации, каким было бы решение. Я жалею, что я не пошла и не сделала до начала лечения в Турции вот такую оценку в Швеции и по ценам тоже. Но у меня есть снимки до начала всех процедур, поэтому я могу просто приложить снимок и спросить по снимку. Вот. Второе, что, конечно же, никакой красоты там не обговаривается в плане, как мне в дальнейшем, после лечения, после оздоровления всей полости рта, как мне планируется уже 3-й этап, это эстетика. Красивые и качественные коронки на оставшиеся все зубы, плюс на штифты. Что в Швеции просто я бы не получила. Я в этом уверена, потому что у них функционал просто на первом месте. Функционал, ну и здоровье, да, вот так. А эстетика – это уже такое. Вот оно работает, оно помогает тебе пережевывать пищу, то есть ты можешь поесть, сделать, как говорится, делать прямое предназначение, да, и как бы все. Почему я это говорю? Потому что, например, выравнивание зубов, а вы знаете, если не знаете, то сейчас узнаете, что, конечно, прикус не у всех ровный, я не знаю, формируют ли они отдельно прикус или нет, но, например, вот у нашей дочки были кривые, просто 2 передних зуба кривые, слава богу, они сами стали выравниваться, но до того, как они стали выравниваться, мы обратились в клинику, они сказали, что зубы они не выравнивают и будут для начала наблюдать. Точнее, как? Они выравнивают, да, ставят скобы, но это за дополнительную плату. То есть это не так важно. В Швеции на самом деле очень много людей
со здоровыми зубами, да, потому что до 23 лет стоматология в Швеции бесплатная. То есть если надо конкретно полечить, что-то пломбировать, все, они будут все делать, они будут это оздоравливать ваши зубы, вашу полость рта, но без эстетического уклона. То есть если у вас кривые зубы, выравнивать вам их бесплатно. Бесплатно. Почему я говорю бесплатно? Потому что вот до 23 лет включительно всем детям и шведов, и всех иммигрантов, всех, кто живет в Швеции по какой-либо защите или директиве, как украинцы, стоматология бесплатная. Но только на функционал и здоровье. А эстетика – это уже, если ты хочешь, это отдельная плата. То есть, к примеру, если бы я, допустим, обратилась по своей проблеме, и даже если бы мне предложили варианты лечений, я сомневаюсь, что мне предложили бы качественные имплантацию, скорее всего, мне предложили протезирование зубов съемными протезами и полечили бы очаги инфекции. Да, вот и все. Ни о каких бы коронках на все зубы и ни о какой пересадке костной ткани, ни о какой имплантации речь бы не шла, потому что это очень большие деньги. Людям, которым назначали лечение там от 90 тысяч крон. Это, ну, грубо говоря, 8 тысяч евро получается. Это довольно немаленькие, ну, примерно 8 тысяч евро. Это довольно немаленькие деньги, понимаете? И за такие деньги, чтобы не сделать эстетику, ну, мне кажется, это немножко перебор. Но не поспоришь ни с чем. Просто вот такие цены. Это я вам к чему рассказываю, чтобы вы просто понимали. Не то, что там Швеция плохая или неплохая, просто когда ты начинаешь что-то искать, ты начинаешь анализировать и сравнивать, понимаете? И когда все-таки ты еще молодой, тебе хочется улыбнуться, вот. А ты как бы... своими 3 гнилыми зубами улыбаешься. Ну, я, например, да. И не очень-то радостно от этого. Вот. Потом губы, конечно, я стараюсь не красить, тоже потому что сразу же выделяются зубы. И все очень заметно, а я очень сильно комплексую. Буквально вот в 25-м году я приняла себя такой, как я есть. Но почему? Почему я приняла себя такой, как я есть, со своей проблемой, да, с такими зубами? Стала публиковать видео. Во-первых, вы знаете, накануне столько всего произошло, и Давид перенес много операций, у меня случилась апатия. Я на 8 месяцев забросила все свои какие-то каналы, все, что у меня могло быть. Я ничего не монтировала, ничего не делала. А потом я как бы стала оживать, еще и по той причине, что мы собирали деньги на лечение. Мы очень долго собирали их, так как в эмиграции собрать определенную сумму денег – это очень сложно, особенно когда у нас работает один муж в семье, да, и всех обеспечивает. Семья не маленькая, как вы знаете, у нас 6 человек, 4 детей у нас, вот. Но мы собрали определенную сумму и ждали очень долго документы из миграционной службы. Вы знаете, мы каждый год подаемся в направление директивы. В этом году ожидание было особенно долгим, в отличие от остальных годов. Но мы дождались, и сразу же я связалась с клиникой и сказала: все, ура, я могу лететь. Я впервые в жизни летела самолетом, мне было безумно страшно. Мне было безумно страшно, потому что я впервые лечу одна без своего мужа за такой долгий период. И все-таки это очень серьезный шаг. Мне здесь некому поплакаться в жилетку, как говорится. Я должна быть такая вот сильная, держать себя в руках, собраться со своим всем и стать лицом к лицу к этой проблеме. С этой проблемой столкнуться, посмотреть всем своим страхом в глаза и сделать решительный шаг вперед. Что, в принципе, я и сделала. Потому что, на самом деле, мой муж всегда меня поддерживает, и он всегда все старается сделать для нашей семьи, и для меня в том числе очень много всего. И мне даже, знаете, было бы стыдно вернуться домой ни с чем. Когда мне сказали, что есть необходимость в пересадке костной ткани, не предложили, а озвучили 3 варианта, что есть как бы костный порошок, есть синтетическая костная ткань, и 3-й вариант – это пересадка своей собственной кости. Но они сказали, что порошок здесь будет неэффективный, потому что мне нужно больше, чем порошок. Ну, то есть порошком невозможно будет нарастить такую толщину, которая мне нужна. Это невозможно. И синтетическая костная ткань, она не так хорошо приживается, как своя биологическая. Конечно, звучит это очень все жутко, но представляете, да, тебе говорят, тебе распилят десну, вытащат у тебя кусок кости, допустим, отсюда, и переставят сюда. Звучит страшно, правда? Я сначала, конечно, очень сильно испугалась, я написала мужу, причем решение именно этих процессов было вызвано, то есть было сделано спонтанно, сразу же после снимков, но я как бы думала, что у меня плохая ситуация, но я не думала, что настолько. И для меня это был немножечко тоже такой удар под дых, потому что очень страшно, девочки, мальчики, очень страшно было. Очень страшно было. И мне сказали, что, возможно, 2 варианта проведения этой процедуры: под наркозом, когда я сплю, и под местной анестезией. То есть опалят меня вот эту всю часть, я ничего не буду чувствовать, но буду в полном сознании. И, конечно, я испугалась, сначала говорю, под наркозом давайте делать. Они говорят, так как у нас план лечения изменился, ты здесь всего на 2 дня, и нам за 2 дня нужно успеть намного больше, чем мы себе изначально планировали. По этой причине давайте
мы вам предлагаем делать под местной анестезией. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Эти операции проводят как под местной, так и под наркозом. И в основном под наркозом проводят это для тех, кто панически боится уколов. В общем-то, уколов я боюсь не так сильно, потому что я же говорю, что с 9 лет я хожу к стоматологу, постоянно мне колят в десна, я знаю, как правильно себя успокаивать в момент самого укола, когда делают, и после, и как, в общем-то, себя вести, да, ну, я как бы стрессанула сначала, я расплакалась, поплакала, подтерла свои слюни, сопли, собралась и пошла, говорю, ну все, давайте, приступим. Перед этим я плотно покушала, как мне порекомендовал доктор, отправил меня в этот торговый центр, вот, и заморозил мне пшикалкой сначала десна, чтобы не так больно было уколы. И начался процесс. После укола через 5 минут он уже приступил, разрезал десну, удалил зуб и начал выпиливать костную ткань. В общем-то, я скажу вам откровенно, что это все очень даже терпимо. Самое страшное – это действительно психологический процесс. Потому что, ну, перед тем, как пойти на операцию, я еще посоветовалась с чатом GPT, насколько, что, как относительно клиники эти процедуры проводят, не проводят, как часто, и, в общем-то, все риски, все это, ну, я все узнала. Также чат GPT, кстати, помог мне подготовиться морально, я знала, что буду делать, вот. Когда доктор, допустим, взял молоточек и, такой, типа, знаете, зубила, я, ну так скажу, не знаю, как называется этот инструмент, и начал как бы постукивать немножко, чтобы выбить эту костную ткань, то есть она клином вот так вот, не так срезали слоями, а выпиливалась клином, да, и чтобы этот клин выбить, молоточек тук-тук-тук-тук, она надламывается, и пинцетом достают, опускают специальный раствор, когда уже идет наращивание, инструмент по типу шив-шкурки, наждачки, что-то такое, им счесывают вверх площади, сверхплощадь костной вот этой вот кости, вернее, площадь кости, чтобы кровяные покровы открылись, или как правильно, я не знаю, я могу неправильно сейчас сказать, но смысл вы поймете. Не сверху, да, кость, она же защищена, оболочки вот эти все там, хрящевая ткань какая-то, да, сверху, то есть такое, что это все снимается, чтобы открыть вот эти кровеносные сосуды. Потом накладывается донорская ткань, трансплантируемая, и такая маленькая дрель. Он проделывал дырочки, и потом отверткой закручивал маленькие болтики. После того, как мы пообщались с чатом GPT, я была к этому готова. Для меня самое основное было, чтобы не было больно. Я это сразу озвучила, я говорю, что у меня есть привыкаемость к обезболивающему, потому что, ну, я знаю свой организм уже за столько визитов к врачу, что мне каждый раз приходилось колоть дозу больше и больше. Поэтому я это все, конечно, сказала, сообщила, вот, и уже в самом-самом конце, когда зашивали, я стала чувствовать свою десну. Абсолютно не было больно, когда мне выпиливали, удаляли зубы, когда мне вкручивали болты. Вообще нет. Да, то, что я чувствовала, это, ну, как вибрации небольшие тянущие какие-то движения, давление небольшое, потому что доктор работал, конечно, над этими областями, вот, но никакой боли. Никакой боли, это я вам честно, откровенно говорю. Хотя я очень переживала, но я так вот решительно настроилась, думаю, если вдруг будет больно, там сразу все скажу, чтобы мне еще там, не знаю, 4 раза укололи, пусть лучше меня уколят 4-5 раз еще, там полных 5 шприцов вольют, но чтобы не было боли. Это был основной критерий. Вот. Когда все было завершено, сверху, снизу здесь, сделали новый снимок, все было онемевшее, я ничего не чувствовала. Вот. Боль, она не проявлялась сразу, как таковая боль. Немножечко вот в этой области, потому что с нее начали первой, начала отходить быстрее, потому что здесь потом докалывали в процессе еще, потому что у меня сначала прокололи 2 области одновременно, начали работать с этой, и когда перешли на эту, ее тоже еще чуть подкололи, потому что уже начала чуть отходить анестезия, да, и потом еще в конце чуть подкололи, когда подшивали. Ну и сверху потом уже после этого кололи сверху, чтобы удалить еще 2 зуба. Так вот, когда работали уже с этой областью и удаление зубов верхних, вот эта вот область, она начала как бы немножко ныть. Не то, чтобы она прям болела или сильно как-то вот тянула, нет. Но из-за того, что доктор периодически там иногда прикасался руками, либо, знаете, провод от там, бормашины или что-то такого еще там спускался, и оно немножко касалось, было как бы неприятно, что вот здесь только что поработали, что-то поделали, вот, и касаются этого места. После всех процедур мы собрались, пошли в аптеку, купили препараты, я за свои деньги купила. Пошли, рядом находится медицинское учреждение, университетская поликлиника. Кстати, в таком историческом месте расположено, в котором жили некоторые семьи султана Сулеймана. Очень красивое место, и так очень здорово, что его так оборудовали и нашли ему применение, что оно не просто стоит, разрушается, или там, вот, а нашли применение и сделали из этого местную поликлинику. И красота сохраняется, и функциональность. Ну, супер, я считаю. Вот. И мне сделали 2 укола в этой поликлинике. Я тоже там оплатила. Я чеки все прикреплю здесь. Они у меня все есть. Посмотрите, какие цены. Вот. 2 укола. Это был антибиотик, это было противоотечное, и это было обезболивающее сразу вот комплекс. После этого я пришла домой. Долго прикладывала лед. Наверное, около полночи. Я прикладывала лед попеременно на обе стороны. Примерно 15-15 минут. Вот. И плюс ко всему я спала сегодня полусидя на 2 подушках. 2 подушки.
Для чего это нужно? Для того, чтобы вот не распухнуть вот так вот, да. Потому что когда ты спишь, немножко приподнятая голова, то отечность, она все-таки немножко минимизируется. И нужно пить очень много воды, чтобы выводить из организма препараты, ну и вообще, чтобы помогать организму восстанавливаться. Что, в принципе, я и делала полночи, а потом с утра. И вот утром я уже проснулась от того, что я как бы ночью повернулась немного на эту сторону, хотя я всю ночь вот так вот старалась на спине и не касаться челюстью подушку. Я не спала на боку, я не спала на животе, я спала полусидя на спине. И проснулась от того, что у меня эта голова, видимо, упала на подушку, и уже немножко такое давление как бы ощущалось. Небольшое, да, но это было неприятно. Я пошла, я выпила обезболивающее. Ну, прошло минут, наверное, 15-20, и все, и мне стало хорошо. Сейчас я себя чувствую нормально. Я пошла позавтракала, очень густой натуральный йогурт. Здесь завтрак включен в стоимость в гостинице, все остальное, как бы, обед и ужин нет. Но это не проблема, здесь можно найти, где покушать. Вот, я покушала жирный йогурт, объелась опять с медом. Нельзя никакую пищу другую кушать, только то, что похоже на, ну, в общем-то, пюреобразное состояние без компов на данном этапе. Очень мягкое все должно быть, чтобы ты просто так на язык положил, как густо проглотил, как гусь или как утка. Что, собственно, я и делала сегодня утром. Ну и все, а сейчас я пойду пополощу полость рта, причем, ну, полоскать как полоскать нельзя, просто я вот так буду голову наклонять, чтобы вода перетекала туда-сюда, ну, жидкость специальная. И все, и буду готовиться к моему следующему приему врача сегодня. И у меня разделились часы, это какое 22 мая сегодня. Вот так вот. Вот вам я все рассказала за первый этап. Что же в итоге у меня получается? У меня получается в итоге 3 визита в Турцию. 3 визита. Значит, вот это была пересадка. Подготавливают почву для качественной имплантации. Что, в принципе, доктор для меня выбрал, это очень здорово. Мне не предлагали дешевые варианты, сразу посадить одну коронку, как он сказал, если было бы 50 лет, да, говорит, посадить можно, конечно, было бы сюда, на эту ткань, но это очень было бы плохо для вас. И ChatGPT, кстати, это подтвердил. Я ему ничего не говорила, я ему просто скинула свой панорамный снимок. Он и сказал, что все то же самое подтвердил. И в дальнейшем лечение, которое мне было озвучено и напечатано на бумаге, я просто сфоткала и отправила ChatGPT. И он мне сказал, что это очень качественное лечение, которое мне подобрали. Очень грамотно построено. Я вот там где-то прикреплю, и вы почитайте все это, что ChatGPT мне накатал. Очень интересно, на самом деле, выводы. И да, что мое лечение, оно базируется на качестве, на здоровье. И третий этап – это эстетика. Так вот, второй визит – это будет уже установка имплантных шурупов, и я отправлюсь обратно в Швецию на заживление. Вот сейчас мне понадобится 6 месяцев примерно до следующего визита имплантация шурупов. После имплантации шурупов посмотрим примерно 4-6 месяцев тоже на заживление. И уже после заживления, конечно, я сюда приезжаю, делаю полную обточку и установка коронок на мои оставшиеся зубы, предварительно пролеченные все, и каналы, надо очень много каналов полечить. И я уточню, сегодня это будут лечить каналы или, может быть, следующий визит. Короче, я должна это уточнить. Да. И все, и на мои импланты тоже будет установка. И предварительно, конечно, они формируют прикус. Потому что прикус у меня... Ой, какой там прикус, слушайте, ну все, оно полетело. Да, понимаете, если говорить об этом, я говорю уже об этом, я говорю вам как есть, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, чтобы вы понимали все, с чем я столкнулась, и чтобы вы могли это как-то применить. Все цены на их работы, конечно, у каждого цена индивидуальная, она зависит именно от концепции всех работ, от всего общего вот этого вытекающего. У меня, конечно, очень сильно подорожала стоимость из-за вот этой вот очень сложной пересадки костной ткани, но, как я вам уже говорю, что доктор поступил правильно, он не пошел по бессовестной дорожке, сделать мне очень быстро, получить денежки и вот так вот все сказать, я молодец. Они выбрали для меня качественное, на самом деле, лечение, за что я им очень благодарна. И, конечно же, это стоит отдельного уважения и доверия как и к докторам, которые занимаются мной, так и к самой клинике, так и к консультантам, которые меня сопровождают. Они меня сопровождают с самого начала. 2 консультанта русскоговорящих. Это парень, с которым вот у нас есть частично записанное интервью. Почему частично? Потому что все-таки очень, на самом деле, много пациентов. И он сказал об этом видео. И я, будучи там, находясь почти весь день, я увидела, что клиника забита. Очень-очень-очень-очень много пациентов у них, да. И... Конечно, у них много русскоговорящих, много украинцев, много россиян и других русскоговорящих пациентов, которым нужна помощь с переводом. Как раз они этим и занимаются, консультанты, и они же по совместительству переводчики, но они также компетентны в том, чтобы вам рассказать, как устроена система внутри, как происходит, что они с вами связываются, и когда вы еще планируете свой приезд, когда вы только обращаетесь в клинику на начальном этапе, они и сопровождают вас до самого конца. Причем, я не знаю, это, наверное, уже на собственном опыте у них, потому что они уже могут порекомендовать, куда пойти отдохнуть, где какие есть места, что, в принципе, мне тоже и предложили, спросили, хотите вы прогуляться, я говорю, я бы хотела, но не в этот раз, потому что все изменилось, и мне важнее просто сейчас восстанавливаться. Поэтому красивых турецких стамбульских видов вы, к сожалению, не увидите. Я тоже, к сожалению, но, к счастью для меня, я получаю вместо этого что-то более важное. Я надеюсь, что все остальное, оно меня дождется еще. Я сюда вернусь и обязательно пойду и в Топкапы, и на набережную Босфорского пролива, и я везде побываю. Я все посмотрю, Гладскую башню, и... Ой, все увижу, в общем-то, все оно никуда не денется. А вот зубы мои, вы представляете, если бы еще какой-то годик,
И уже невозможно было восстановление нижней челюсти, невозможно. Мне бы только предложили съемные протезы. Это мой самый большой страх. Самый большой страх. Поэтому я очень рада, и я согласилась на эту операцию тоже по этой причине. Поэтому я вам просто доношу до вашего сведения, что если у вас есть потеря зубов, и это уже долгосрочно, обращайтесь как можно быстрее. Не обязательно в эту клинику, вы можете выбрать другую любую. Я рекомендую эту клинику, но выбор, конечно, всегда за вами. Вот. И все дело в том, что через 3 года еще не так сложно восстановить. Можно еще попробовать даже порошком. Но если проходит 5 и более лет, людям очень часто отказывают, потому что кости истончаются, а у многих людей еще сама по себе кость не очень хорошая. Либо она рыхлая, либо еще что-то, либо она крошится, либо она прям очень тонкая, а там проходит нерв. В общем, это очень большие сложности. Ну, пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о своих зубках и не делайте, как я. Обращайтесь к хорошим стоматологам, желательно вовремя. Все, всех обняла. Пока-пока. Ağrısı var mı? Оля, есть у вас сейчас? Нет, утром немного стало беспокоить, но я так чуть-чуть... Sabah vardı diyor. Tamam, normal.